Из тебя делают зомби, начиная с детского сада, где воспитатели женского пола делают из тебя существо женского пола. Вообще, как мне кажется, для того, чтобы превратить общество в стадо послушных баранов, нужно всем людям обоих полов встроить модель женского восприятия, ибо конформность заложена в женщину от природы. Женщина как бы от самой природы символизирует некую форму, только уже в обществе, в котором уже все, кто его составляют, форматируются под модель женского восприятия и, соответственно, поведения. Мужчина сходит с ума без женщины, при том, что эта тяга уже не обусловленная половым инстинктом, это тяга патологическая по отношению к его мужской природе. В безвольном обществе женщина и сам тип женского поведения возведены в культ. Это общество этаких хронических рогоносцев, пускающих слюни только от одной мысли о своей домохозяйке, если она вообще способна заниматься домохозяйством. Мне, например, скучно общаться со своими родственниками мужского пола, потому как еще совсем недавно я понял, почему я испытываю дискомфорт с ними. Это происходит по причине того, что у них женское мышление, в них нет неудержимой воли менять и конструировать свою жизнь. Хочешь сделать общество слабым, вмонтируй в головы людей его составляющих женский тип мышления. Это будет общество покорных рабов, в котором мужчина представляет из себя физиологическую оболочку мужчины с предустановленным в нее женским программным обеспечением. Не мудрено, что в таком обществе очень плохо обстоят дела с причинно-следственными связями. Что? Какие связи? А мы не знали. У такого баба-страдальца отсутствует инстинкт, которым он должен изначально обладать. Это инстинкт своего собственного самоопределения, независимо от условий его окружающих. Без этого самоопределения он становится жертвой системы, жертвой, которая для женщины быть абсолютно естественна. Такое становление мужчины-раба жертвой системы – это есть следствие встроенных в его голову женских программ поведения. Собственно, модель поведения простого потребителя лишает его какой-либо потребности в гендерной идентичности, ведь это раб потребляющий. И только сквозь призму возможности к потреблению он находит свое иллюзорное место в обществе. Мужчина общественный – это мужчина одомашненный. Интеллектуальные зомби. Когда я учился в школе, мне почему-то всегда ставили двойки по математике, несмотря на то, что грёбаный учитель не мог лично мне объяснить эту грёбаную математику. И почему-то мои родственники радовались, когда у меня были математические прозрения в определенные моменты. Причем это люди, которые сами ничего не понимают в математике. Вы можете оценить масштаб патологии в этой картине. Они как будто являются теми же самыми кретинами, которые бегают за бородатым математиком, который доказал какую-то математическую гипотезу, чтобы узнать, как он живет. Конечно же, это верх кретинизма – бегать за математиком, доказавшим математическую гипотезу, и при этом ничего не понимать в математике. В этой слежке был бы смысл, если бы они пытались бы выкрасть у него какие-то секреты математические.
Но их кретинизм проявляется в слежке за этим математиком. Я вот, например, ничего не понимаю в математике, и мне новости о каком-то математике, доказавшем какие-то гипотезы, мне абсолютно безразличны. Но ведь для зомби было сказано, что математика – это царица наук. И даже если это зомби находится с математикой в параллельных вселенных, как, например, я, то оно должно ощущать комплекс неполноценности. Хотя сама природа положила его детородный орган на математику. Я не обязан понимать математику, она противоестественна для меня, ее логика мне непонятна.